Крушение британского лайнера City of Binaires. Лайнер был спущен 5 августа 1936 года. Имел длину 155, ширину 19 и осадку 9 метров. Оснащен 3 паровыми турбинами и достигал скорости 17,75 узлов. Им управляла компания City Line от имени ее владельцев Ellerman Lines. Его первый рейс был 24 октября 1936 года из Ливерпуля в Бомбей. Обратный рейс был с полным грузом индийской продукции. Также являлся единственным лайнером в Ellerman Lines, у которого было более одной трубы. Когда 3 сентября 1939 года премьер-министр Великобритании Невилл Чемберлен объявил войну Германии, лайнер направлялся в Англию, только что завершив свой обычный круиз в Индию. Когда новости о войне достигли лайнера, его немедленно перенаправили в Кейптаун, Южная Африка, и там все пассажиры высадились. Лайнер был оснащен кормовой палубной пушкой в оборонительных целях и окрашен в морской серый цвет, чтобы замаскировать его от вражеских подводных лодок. Когда City of Binaires снова отправился в плавание, на нем не было пассажиров, и он выглядел совершенно иначе. Позже, в мае 1940 года, компания Ellerman Lines решила передать 3 своих крупнейших пассажирских корабля City of Binaires, City of Simla и City of Paris британскому военному министерству для использования в качестве кораблей для эвакуации детей. Эти 3 лайнера были оборудованы для военной службы и к августу были готовы к перевозке своих юных пассажиров. В пятницу, 13 сентября 1940 года, City of Binaires покинул Ливерпуль в Англии в составе конвоя ОБ-213, направлявшегося в Монреаль. Пассажирами были 406 человек, среди которых 90 детей. Им командовали капитан Лэндлс Никол и коммодор конвоя адмирал Эдмонд Маккиннон. Поскольку лайнер был главным в конвое, он был помещен в центральную колонну. Конвой охранял эсминец Винчелса в сопровождении 2 корветов Глоксиния и Гладиолус. Поздним вечером 17 сентября City of Binaires заметил подводную лодку Ю-48 под командованием капитан-лейтенанта Генриха Блайхротта, который выпустил по ней 2 торпеды в 22 часа ровно. Обе торпеды не попали, и в 22 часа и 1 минуту подводная лодка выпустила по ней еще 1 торпеду. Торпеда попала ему в корму в 22 часа и 3 минуты, в результате чего он затонул в течение 31 минуты в 630 милях от ближайшей обитаемой земли. Через 15 минут после попадания торпеды капитан приказал покинуть лайнер, хотя возникли трудности со спуском спасательных шлюпок с каждого борта. Хэмс Харрикейн прибыл на место происшествия через 24 часа, подобрал 105 выживших и высадил их в Греноке. Среди выживших было 13 детей. Полностью выжила только 1 семья, в которой было более 3 человек. Всего погибло 258 из 406 человек на борту. Сюда входили капитан, 3 сотрудника конвоя, 120 членов экипажа и 134 пассажира. Затопление вызвало споры. Союзные державы критиковали варварские действия немцев, и было излияние сочувствия и поддержки тем, кто потерял детей в результате затопления. Немцы защищали нападение как на законную военную цель и настаивали на том, что британское правительство было виновато в том, что разрешило детям путешествовать на таких кораблях в зонах боевых действий, когда правительство Германии выпустило неоднократные предупреждения. Они утверждали, что Болдуин Уэбб и Олден путешествовали в Америку с целью убедить Соединенные Штаты вступить в войну. Блайхротта судили за военные преступления, связанные с затоплением лайнера City of Binaires после войны. Он отрицал какие-либо предварительные сведения о присутствии детей, заявив, что его действия находятся в рамках военной политики.
Однако, по словам экипажа подводной лодки Ю-48, Блайхрот так и не оправился после того, как услышал, что на борту были дети. Сообщается, что в следующий раз, когда он вышел в море, у него случился психический срыв. Несколько историков поддержали утверждение о том, что Блайхрот не знал о присутствии детей. Несколько членов экипажа Ю-48, в том числе радист, позже выразили шок и сожаление, когда стало известно, что на корабле, который они потопили, находились дети. Они подтвердили позицию Германии о том, что подводная лодка никак не могла знать, кто находится на борту.